Приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы решили выбраться в парк Короли Аглу и прогуляться здесь. Погода сегодня хорошая. Замечательно. Такую прогулку решили себе устроить. Первое, что вот увидели, вот такая, не знаю, лавка оборудованная. Смотрите, фонари на солнечных батареях. И что самое интересное, USB розетки. Такая штука. Парк вообще вот этот красивый. Идет как раз по побережью. Очень много смотровых площадок. Кафешек много здесь. Сегодня день, так сказать, среди недели. Будний. Народу мало. А в выходные здесь очень много народу приходят, гуляют. Сейчас в основном местные. Даже в кафе и то все местные сидят. Такой в парке скульптур много разных. Ну и вообще такой он хороший парк. Нравится мне. Чистый, зеленый, много зелени. Вот мы решили в нем погулять. Сейчас как к смотровой площадке подойдем, покажу вам виды, какие открываются со смотровой площадки. Смотрите, виды какие, да? Сама зелень, сами деревья. Красиво. И судя по тому, что летом здесь по 40 с лишним градусов бывает, вся вот эта зелень как раз кстати. И здесь всегда тихо. Слышно только людские разговоры и пение птиц, можно сказать. Вот. Летом это все будет заполнено водой, будет работать. Красиво, да? Скульптура такая. Тут же в парке некое подобие музея. Такого мини-музея. Пушки вот расположены. И вот что за камни, не знаю. Ну, все это огорожено. Вот. Кадиеви. Кошачий дом. Вот также тут в парке и туалет есть. Детская площадка. Классный зеленый парк. Красиво. И уже, считаю, вот на протяжении, как только в него со стороны старого порта заходишь, и уже панорамный вид на море, на Анталию, на пляж Куньялты, который отсюда очень хорошо видно. Горы. Правда, сегодня как-то туманно. Горы дымкой скрыты. А так вообще вид, конечно, замечательный. Народ не боится, сидит вон по краям. Здорово. Сейчас еще одну смотровую площадку покажу. Вот кафешек тут вокруг много. Местных много. В кафешках сидит. Кто чай пьет, кто у кого быстрый перекус. Ну, площадка такая красивая. Цветы мне нравятся, как здесь посажены. Вон сзади меня русские чешут, болтают. Смотрите, как красиво. Вот такой вид
С площадки тоже хороший открывается. Что, пойдемте дальше, до следующей. Вот еще одна обзорная площадка. Это уже достаточно такая большая. По выходным здесь вообще очень много народу собирается. Тут тоже цветы очень красиво посажены вокруг деревьев. Сейчас подойду поближе, покажу. Здорово. Классные. Ну а мы продвигаемся дальше вдоль побережья. Посмотрим еще, какие есть обзорные площадки. Вот такой еще небольшой сад молодых деревцев. Лавочек целая куча. Отдохнуть, присесть, просто посидеть. Вот там что-то типа трибуны. Может, здесь какие-то мероприятия проводятся, не знаю. Вот. Вокруг уже идут жилые дома. Красиво так здесь, мне нравится. Вообще мне в Турции нравится. Не понимаю людей, которые приезжают пожить в Турцию и начинают какие-то минусы тут. Вы в другую страну приехали. Здесь не может быть так, как было в той стране, откуда вы приехали. Вообще, ну, не понимаю, как можно говорить, что там вот минусы в Турции. Но это для вас минусы. Для самих местных жителей навряд ли это минусы. Ну и потом, если здесь так плохо, собаки злые, турки постоянно желающие вас обмануть или развести на деньги, квартиры грязные, не знаю, курят они, не вынимая сигареты изо рта, постоянно и кругом бросают мусор. Ну, что же, люди мазохисты тогда получаются, если все равно сюда едут. Я вот этого понять никак не могу. Я, например, не хочу уезжать из Турции. Мне здесь очень нравится. Мы уже ушли достаточно далеко от парка Короля Оглу. По побережью так и идем. И вот здесь такие, как древние развалины, что ли. Интересно, красиво. Внизу там везде все тропинками испещрено. Где-то знают секретный ход, как туда пробраться. Интересное строение, красивое. Мы тоже нашли, как сюда дальше в развалины пробраться. Поближе рассмотрим и тайными тропами спустимся к морю. Там сверху было видно, что есть тропинка к морю. Сейчас мы туда попробуем спуститься. Ну, где-то в камышах кто-то заседает с музоном. Корабль плывет. Глянем.
Народ отдыхает, балдеют под музыку. Ну, а мы пойдем дальше. Ух ты, тут как. Бамбуковые дебри. Ну да, вон, чтоб совсем туда вниз. Че, не пойдем? Ну ладно. Так вот неспешным шагом мы потихонечку пришли в парк Фалес. Вот тут идем сейчас на побережье. Вот такой вот небольшой парк. Здесь много пенсионеров отдыхает, сидят. Там чуть дальше, вот здесь лесенка спускается к наскальному пляжу. Тем, кому интересно, есть у нас на канале обзор этого парка. Называется парк Фалес 2. Сейчас где-то здесь выскочит ссылка. Ну и плюс под видео вы найдете еще ссылку на обзор этого парка. А так посмотрите, виды какие, тоже красиво. Вот такой интересный еще фонтан тут расположен. И очень много сегодня тут людей отдыхают в этом парке. Ну, наверное, я неправильно сказала сегодня. Здесь, наверное, они часто отдыхают. Самое удивительное, что отдыхают они с чаем. Никого вы здесь не увидите в обнимку с банкой пива или с полторашкой. Все культурно, все тихо, спокойно, без пьяных разговоров и разборок. Вот так. И вот посмотрите, сколько людей сидят и возле моря, можно сказать, на берегу. Не важно, что это к самому морю не подойти, но сам вид, свежий воздух, и, пожалуйста, можешь смотреть спокойно на море, уже говорит о многом. И я сейчас вспоминаю, что всю свою сознательную жизнь прожила в километре от Волги и не видела ее годами, потому что подойти к Волге практически невозможно. Все берега застроены, везде частная собственность, и не дай бог ты туда ступишь. Вот, так что как можно вообще сравнивать Россию с Турцией и искать здесь какие-то минусы и плюсы? Плюсы, да, но минусы, я не знаю, какие могут быть тут минусы по сравнению с Россией. Вот на таком красивом пейзаже заканчиваем мы нашу прогулку. Ну и вот объясните мне, как можно отсюда хотеть назад в Россию? Не знаю. Здесь, на мой взгляд, здесь замечательно. Здесь просто замечательно. Ну и на этом на все. Всем пока.